Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ранчо у Санчо. Лето, хорошая погода, свой огород. Кстати, вот в комментариях частенько пишут: покажи свое ранчо, да? Я покажу полный обзор своего ранчо, но я так скажу, здесь нечем хвалиться. Нечего особо и показывать. Огород я вам вот в начале видеоролика я вам поставил, я свой показал, и то он сейчас зарос, потому что были дожди в центральной части России. Я думаю, у многих вообще заливные. Практически, наверное, 2 недели были дожди, и поэтому все заросло, в огород было не выйти. Он у нас заросший, обычно он немного получше, я не отмазываюсь, реально это так. Ладно, набрали очень много овощей. По поводу ранчо, что я могу сказать? Я переехал из квартиры со своей супругой в поле. Вообще вот реально в поле, здесь никого не было. То есть вот соседи, которые сзади вы вот видите, и то, когда мы начинали строиться, у них тоже был фундамент. Потихоньку они строились, и мы строились. Но мы построили небольшую времянку, приблизительно 40 квадратов. Это вот такое предыстория, просто кому интересно, я расскажу. 40 квадратов и копим деньги, кредиты, не кредиты, я не знаю. В общем, как-то будем строить дом. Вот в позапрошлом году, мы построили забор, то есть уже гораздо лучше, мы отгородились от всех, как-то уже поуютнее, покомфортнее, можно бассейн поставить, все остальное. Ну, короче, потихоньку обустраиваем свое ранчо. В дальнейшем здесь будет гораздо круче. Ну да ладно, смотрите, друзья, лето. Это прекрасное сезонное такое летнее блюдо. Его, конечно же, можно приготовить зимой, но когда есть свои вот такие вот овощи, либо же они на рынке очень дешевые, я предлагаю приготовить рататуй. Вообще, вот почему рататуй? Да потому что мне мультик нравился, рататуй. Ну, очень прикольный мультик. Я, кстати, даже его, наверное, пересмотрю, хотя мультики не особо люблю смотреть. А вообще, овощное очень такое. Рататуй — это французское блюдо, насколько я помню. Но в каждых странах рататуй называется по-разному. У нас в стране это называется овощное рагу. Ну, просто оно приготовлено, более мелко нарезанное. Готовим сегодня рататуй, будет очень вкусно, но чтобы было гораздо вкуснее, здесь говяжий фарш. Это будет сделано с мясом и более будет насыщенно. Что нам понадобится? Здесь, смотрите, я нарвал перца зеленого, красного, баклажаны, базилик будет, кабачки 2 разных видов, морковь, помидоры, чеснок и мясо. Ну и специи я покажу в ходе приготовления, что нам понадобится. Первым делом, что нарезаем все на рататуй достаточно тонко. Нет, мне нужна большая часть. Кстати, главный принцип, чтобы все овощи были приблизительно одного диаметра. То есть вот здесь вот такую вот часть, грубо говоря, берем. Вот так вот. Вот эту вот часть берем. И нарезаем это все тонкими вот такими вот колечками. Вот видите толщину? Вот такие колечки нам нужны. Также помидоры нарезаем кольцами. Кстати, я видел, что можно снимать шкурку. Я это делаю со шкуркой. И перец тоже нарезаем кольцами. Теперь нужно сделать пережарку, а точнее соус, в котором это все будет томиться. Для этого берем репчатый лук, нарезаем на полукольца. В общем, измельчаем вот так вот все овощи, которые у нас, в принципе, остались, которые не пригодятся в блюде. Вот перец, вот такими вот кубиками, пожалуйста. Вот он перец, крупный, который мне не подойдет. Измельчили, утушим. Также помидоры вот эти вот, где основная шкурка, тоже протушим. Баклажаны также на кубик. Смотрите, вот сколько у меня есть овощей. Очень много. Но при этом я рекомендую, возьмите томатов побольше, потому что это основа этого соуса будет, в котором будет томиться все овощи. Поэтому вот так вот смело еще 2-3 помидорчика можете сюда порезать. А также к этим овощам потребуется чеснок. Но не в общую массу. Мы потом его добавим отдельно. Просто мелко его измельчаем вот так вот.
Теперь занимаемся мясной составляющей. У меня здесь 2 подложки говяжьего фарша, по-моему, грамм по 300, по 400. Останется лишнее, ничего страшного. Ладно, я сюда хочу добавить как раз базилик, который был с огорода. Так мясо будет более ароматно. Я также базилик и добавлю в овощи, потому что базилик очень хорошо передает свой аромат. Не любите базилик? Ну, добавьте вы кинзу, добавьте вы петрушку. Но я вот просто рекомендую, конечно же, базилик. И его мелко измельчаем. Также к мясу добавляем специи для мяса. Ну, смотрите, универсальные, какие вам больше нравятся. Просто придать некий аромат. Соль. И черный молотый перец. И теперь здесь хорошо вымешиваем. И из этого фарша делаем небольшие котлетки, чтобы они по диаметру подходили к овощам. То есть приблизительно вот так вот. Даже немного толстенько получилось, ну ладно. Отлично будет. И выкладываем. В казан добавляю оливковое масло, можете растительное, без разницы. Для обжарки овощей. Миллилитров где-то 50-70. Казан у меня на 12 литров. И отправляю зажариваться сюда лук. Я прям в холодное масло сегодня это делаю, неважно. Смазываем стенки казана. 5 минут в кипящем масле я обжарил лук. Теперь закидываем сюда все остальные овощи. Можно по отдельности, сначала морковку, но можно не заморачиваться. На сильном огне начинаем это все обжаривать до состояния аль денте. То есть до полуготовности. Через 10 минут, как протушились овощи, они уже размякли. Добавляем сюда базилика. Добавляем сюда немного соли, чтобы соус у нас был тоже немного соленый. Добавляем сюда измельченный чеснок. Сколько здесь было? Там 4-5 зубчиков. То есть соус должен получиться достаточно пряный. Теперь прованские травы. В прованские травы входит что? Орегано, тимьян, шалфей. Тоже сюда буквально чайную ложечку отправляем. Чуть-чуть добавляем перчик. И теперь добавляем либо протертые помидоры, либо томатную пасту разведенную. У меня здесь краснодарский соус. Это та же самая томатная разведенная паста, просто здесь содержится еще немного яблочного пюре, которое придаст небольшую сладость. Теперь хорошо перемешиваем. Убавляем немного огонь. И теперь овощи будем тушить, чтобы они совсем размякли. То есть вообще, по идее, можно это все блендером размолоть, но я просто это все хорошо протушу. А теперь... Красиво, да, смотрится? А теперь подготовим чесночное ароматное масло, которым будем поливать сверху рататуй. Для этого берем оливковое масло. Можно пахучее, можно дезодорированное. Здесь как вы уже захотите. В него добавляем те же самые травы, которые мы и добавляли в соус, когда приготавливали. То есть это прованские травы. Добавляем сюда. А также понадобится добавить сюда чеснока. Прям берем и через пресс выдавливаем. Буквально 2-3 зубчика. И этому маслу надо дать время настояться. Как раз пока соус, точнее основа рататуя, делается подложка вот эта вот, на которой будет выкладываться все овощи. Соус как раз пропитается, точнее масло пропитается чесноком и травами. Поэтому буквально 10 минут отставляем в сторонку. Ну а овощи практически уже готовы, я посмотрел. И теперь наша задача это все аккуратно выложить в казан. Чуть-чуть прижимая в соус. Вот так вот красиво все уложили. И слегонца прижмите, чтобы оно погрузилось в овощной соус. Огонь должен быть минимальный. И сверху смазываем вот этим вот чесночным маслом. И закрываем крышкой. И ждем готовности блюда. Время приготовления было 1 час.
на медленном огне. Все это хорошо тушилось. Уже немного начинает темнеть, потому что снимали уже ближе к вечеру. Ну, потому что самое пекло. Отлично. Сейчас вот это вот умеренное кипение все спадет. Берем вот такую вот красивую тарелку ляган. И аккуратненько выкладываем. Друзья, что можно сказать об этом блюде? Это очень ароматное, вкусное, овощное блюдо рагу. Оно ароматное за счет специй, оно ароматное за счет чеснока и за счет баланса всех вообще овощей, которые тут содержатся. Но это же вообще великолепно. Овощи мягкие, но при этом они не разварились полностью. Поэтому вот такое вот приготовление самое идеальное. Вообще класс. Оно очень мягкое. А мясо вот лучше всего подходит сюда говядинка. Она тоже очень ароматная за счет того, что мы сюда добавили специи для мяса и базилик. Готовьте сезон овощей. Это очень дешево, очень полезно и очень вкусно. Спасибо всем, кто смотрел этот видеоролик. Не забывайте про Яндекс.Дзен, ВКонтакте, выкладывать свои рецепты. ВКонтакте можно в нашей группе. Делитесь с нами вашими рецептами. Спасибо, всем до новых встреч. Подписочка, лайк, комментарий. Все как всегда. Пока.